Всем привет! Я обещал вам картошку с грибами. Исполняю обещание. Вы на канале Argostav Kitchen. Меня зовут Руслан Вахжанян. Смотрите до конца. Там я расскажу о предстоящем интересном блюде, которое покажу уже в следующем ролике. Сегодняшнее же блюдо можно было бы приготовить так. Все как-нибудь нарезать, побросать в горячую сковороду с маслом, пожарить с добавлением специй и получить кашу. Нет, мы так делать не будем. И приготовим красивое блюдо. У нас есть среднего размера шампиньоны и, собственно, картошка. Все уже очищено. Картошку каждый чистит как может, а грибочки я чищу вот так. Отрываю ножку и, поддевая маленьким кухонным ножом нежную кожицу от юбки, снимаю ее со шляпки гриба. Для чего я решил их таким образом почистить? Чуть позже увидите, и я расскажу об этом. В общем, очищенные грибы надо нарезать кубиками. Делим сначала шляпку пополам, а потом еще на 3 части. Можно и крупнее нарезать, просто на 4 части. На средний огонь отправляю сковороду с шампиньонами. Эти грибы содержат очень много влаги, и нам нужно ее максимально выпарить. Очищенные грибы выпариваются быстрее. Если этого не сделать, то излишняя влага при совместной жарке настолько размягчит картошку, что она будет не столько жариться, сколько вариться в этой воде. А в конечном итоге она развалится и блюдо превратится в кашу. Вот для чего я предварительно в отдельной сковороде выпариваю лишнюю влагу из грибов. Дальше. На медленный огонь ставлю большую сковороду, наливаю в нее растительное масло, это 5 столовых ложек, и добавляю грамм 50 сливочного масла. Если есть топленое масло или растопленный жир домашней птицы, например, утки или гуся, то можно комбинировать всеми этими жирами на свой вкус. Пусть сковорода потихоньку разогревается, пока будем красиво нарезать картошку. Красиво, потому что я использую специальный фигурный нож для нарезки. Этим же ножом можно нарезать и сыр. Тоже красиво смотрится на столе. Картошку нарезаю дольками толщиной около 1-1,5 см. Лучше, если дольки имеют примерно одинаковую толщину, тогда они и прожарятся равномерно. Пока нарезаем картошку, не нужно забывать помешивать грибы, чтобы они не пригорели и отдали всю свою влагу. Когда сковорода станет совсем сухой, добавляем в нее 30 грамм сливочного масла и щепотку соли. Перемешиваем и томим грибы с маслом на маленьком огне. Масло в большой сковороде разогрелось. Отправляем туда всю нарезанную картошку и добавляем огонь выше среднего уровня. Нам нужно получить золотистую корочку. На медленном огне она не образуется. Солить картошку я не спешу, и вот почему. Соль вытянет из картошки воду, и блюдо получится сухим. Нам этого не надо, поэтому солить будем в самом конце. Не забываем во второй сковороде помешивать грибочки. Картошку часто мешать не нужно, пусть образуется корочка потолще, она не даст долькам развалиться. За 5 минут до готовности в картошку можно добавить набор специй для этого блюда, если он у вас есть, а если нет, то просто посолить по вкусу и поперчить, без фанатизма. Вот теперь соединяем две части нашего блюда и уже на небольшом огне томим еще пару-тройку минут. Как видите, лук в сковороду я не добавлял, поэтому я кладу колечки лука в готовое блюдо при подаче вместе с зеленью петрушки. А еще жареная картошка очень хорошо сочетается с маринованными помидорами. Приятного аппетита! Стоп, не выключайте. Еще же обещанный анонс. А как вы относитесь к морепродуктам? А к кальмарам? Вы умеете их готовить? А фаршировать? Нет? Тогда в следующем ролике мы займемся фаршированными кальмарами. А чтобы узнать, чем и как я их буду фаршировать, подписывайтесь на канал и не пропустите следующий рецепт от Argostav Kitchen. Ставьте лайки, хотя это не обязательно, а вот ваши комментарии мне помогают делать канал лучше. До новых встреч!